Всем привет, дорогие друзья! По вашим многочисленным просьбам я сегодня буду готовить очень классное тесто кадаиф или катаиф. Оно похоже на тонкие нити, или его еще называют лапшовым, потому что оно реально похоже на тонкую лапшу. Все, кто бывал на отдыхе в Турции, в Израиле, наверняка ели вкусные сладкие десерты, приготовленные из этого интересного теста. Кадаиф достаточно сложно купить в наших магазинах, и стоит оно недешево. Но на самом деле его легко приготовить дома, без каких-либо приспособлений. И для рецепта мне понадобится 380 мл воды комнатной температуры, 180 граммов муки, 100 граммов кукурузного крахмала. Можно использовать и картофельный крахмал. 25 граммов растительного масла без ярко выраженного запаха и пол чайной ложки соли. В миску просеиваю муку и крахмал. Добавляю соль, вливаю воду и сразу же добавляю растительное масло. Тесто я буду вымешивать при помощи погружного блендера. Это очень легко и просто. Сначала немного перемешаю и все пробиваю блендером, чтобы не было комочков. Обязательно лопаткой подбираем все со стенок миски, чтобы не было непромеса. Буквально минута, и тесто уже готово. Посмотрите, какое оно получается по густоте. Похоже на блинное. Обязательно тесто проливаем через сито, чтобы не было никаких комочков. Закрываю миску пищевой пленкой и оставлю тесто постоять минут 10-15. Тогда оно получится более эластичное. Чтобы получились тонкие нити из теста, мне понадобится кулинарный мешок. Можно воспользоваться обычным плотным пакетом. Я сейчас выливаю не все, чтобы было удобнее. Пакет перекручиваю и здесь просто прищепкой зажимаю. Оставшееся тесто я пока снова закрываю пищевой пленкой. Готовить кадаифи будем на сковороде. Лучше использовать сковородку с хорошим покрытием. Поставила ее разогреваться. Ничем не смазываю. У мешка срезаем носик, делаем очень маленькую дырочку, совсем такую крошечную. Буквально, чтобы тесто по капле выдавливалось, посмотрите. Очень тоненькой струйкой. Сразу себе я подготовила вот такую глубокую тарелку, и сюда удобно будет выкладывать мешок с тестом, чтобы оно не выливалось. Также сразу я подготовила поднос, сюда буду выкладывать готовое тесто. Готовим на среднем огне. Сковородка не должна быть слишком горячей. Посмотрите, я сейчас беру мешок и выдавливаю тесто. Вот такие делаю тоненькие нити по спирали. Можно несколько раз проходиться по кругу. Видите, нити сразу начинают готовиться. И вот так потихоньку с краев я их собираю. Их нельзя передержать на сковороде. Видите, сейчас они вот такие уже стали, можно сказать, подсушенные. И снимаю сразу на поднос. Они сейчас, вот видите, вот такие интересные получаются, слегка сухие. Потом, когда они полежат, они станут более мягкие. Тесто, которое здесь осталось вот на сковороде, вот эти ниточки, можно убрать салфеткой. И сейчас повторяем все точно так же. Выдавливаем тесто по кругу. Вы видите, я стараюсь мешок держать очень близко к поверхности сковородки. Тогда нити получаются более тонкие. Готовится все очень быстро, буквально несколько секунд. Конечно, это занимает какое-то время. Но, как видите, все довольно просто. И такое тесто легко приготовить дома. И вот следующая партия нитей уже готова. И сейчас я вам хочу показать самые такие основные ошибки, из-за которых может не получиться это тесто. Конечно, в первую очередь это надо правильно замесить тесто, обязательно пропустить через сито, чтобы не было никаких комочков, и тогда через вот эту маленькую дырочку будет очень хорошо проходить тесто. Теперь
Еще одна ошибка. Если вы поднимаете мешок высоко над сковородкой, тесто просто начинает капать и получаются капли. Капли убираем. Поэтому быстрым движением переворачиваем мешок над сковородкой и вот так вот очень легко и быстро выдавливаем, даже не выдавливаем, а крутим этот мешок над сковородкой, низко над сковородкой. Чем быстрее вы водите мешком, тем тоньше получаются нити. Когда видите, что нити вот здесь в середине уже начинают проготавливаться, сигнал к тому, что уже скоро все будет готово. Это буквально каких-то 15-20 секунд, не больше. Это тесто не должно зажариваться, подрумяниваться, оно просто должно слегка подсохнуть. Я хочу вам показать, видите, тесто, которое уже полежало, оно становится чуть более таким влажным. Тесто, которое вот я только что сняла со сковородки, оно такое сухое, видите? Вообще это тесто лучше всего после того, как вы его снимаете со сковороды, вот на поднос, прикрыть сверху полотенцем. Вот таким образом, чтобы оно слишком сильно потом не высыхало. Выход теста из этого количества ингредиентов получается примерно 360-380 граммов. Для хранения это тесто просто перекладываете в пакет. Хорошо плотно заворачиваете и отправляете в морозилку. В морозилке оно может лежать несколько месяцев. Когда надо, достаете, перекладываете его просто в холодильник, чтобы оно разморозилось. И потом уже готовите любой десерт, какой вам нравится. Друзья, я всем желаю вкусной и красивой выпечки. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Мне будет очень приятно. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изи Кук «Позитивная кухня». Всем пока!